привет! В сегодняшнем видео я буду вязать вот такого пупсика в костюме тигра. Шапочка у него съемная, вот так вот он выглядит без шапочки. Вяжется такой малыш одной деталью. Ножки, туловище и голова – это одна деталь. Ручки вязываются в процессе вязания. И вот так вот он выглядит в шапочке. Шапочка идет с завязочками и с мордой тигра. Вязала я пряжей Газал Бэби Котон крючком номер 2. Глаза бусины 4 мм. Рост такого малыша всего лишь 8 см, а весит он 19 грамм. Если вам понравился такой малыш, давайте вязать его вместе. Начинаем вязать ручку. Для этого берем пряжу того цвета, которым будем вязать тело. Делаем кольцо амигуруми. Закрепляем его узелком. Теперь в это кольцо набираем 6 столбиков без накида. Кольцо затягиваем и распрямляем. Теперь нам нужно будет провязать 2 ряда, второй и третий, по 6 столбиков без накида. После того, как вы провяжете первый ряд, деталь нужно будет вывернуть. Провязали 2 ряда, последний столбик без накида не завершаем, потому что сейчас у нас будет смена нити. Ниточку отрезаем, берем ниточку оранжевого цвета и завершаем столбик уже этой ниточкой. Затем нам нужно будет ниточки с вами завязать и продолжаем с вами вязать. Теперь нам нужно будет провязать 5 рядов, также без изменений, по 6 столбиков без накида, но уже ниточка оранжевого цвета. То есть 4, 5, 6, 7, 8 ряды мы вяжем с вами без изменений, по 6 столбиков без накида. Вот так выглядит наша ручка. Нужно будет связать еще одну такую же ручку. Ручки готовы, теперь мы с вами будем вязать ножки. Для этого снова берем ниточку, которой мы вяжем тело, делаем кольцо амигуруми, закрепляем его узелком. И в это кольцо амигуруми набираем 6 столбиков без накида. Ниточку затягиваем, кольцо распрямляем. Во втором ряду мы будем 3 раза повторять раппорт. Столбик без накида, прибавка. В конце этого ряда у нас будет с вами 9 петель. Вяжем столбик без накида. Делаем прибавку. Снова повторяем раппорт, столбик без накида, прибавка. И еще один раз. Столбик без накида, прибавка. Третий ряд мы вяжем без изменений. Провязываем 9 столбиков без накида. 9 столбик мы не завершаем, потому что будем сейчас менять нить на цвет комбинезона, на оранжевую. Поменяли. И сейчас нам нужно будет провязать 3 ряда без изменений, по 9 столбиков без накида. Ниточки отрезаем, завязываем и вяжем с вами 4, 5 и 6 ряд по 9 столбиков без накида. Одну ножку связали, и теперь, повторяя с 1 по 6 ряд, нужно будет связать вторую ножку. На одной ножке мы ниточки отрезаем, прячем, на второй ножке ниточки оставляем. Обе ножки связаны, и теперь мы с вами будем их объединять. Вяжем 7 ряд. Набираем 3 воздушные петли, 1, 2, 3. И теперь будем присоединять с вами вторую ножку. Смотрите, вот здесь вот у нас есть ступенька от перехода нити. Мы как раз примерно здесь и закончили вязание. Берем вторую ножку и смотрите, где у нас здесь ступенька. Нужно будет прикрепить таким образом, чтобы эта ступенька была на внутренней стороне. Примерно вот так. Прикрепляемся мы соединительным столбиком.
Теперь нам нужно будет по ножке провязать 9 столбиков без накида. Провязали, дошли до цепочки. Теперь нам по ней нужно будет провязать 3 столбика без накида. Девять столбиков без накида по второй ножке. Вновь дошли до цепочки и провязываем 3 столбика без накида. Мы провязали с вами 7 ряд. Объединили ножки, и сейчас у нас здесь 24 петли. И теперь с 8 по 14 ряд мы вяжем с вами без изменений. Итого нам нужно будет провязать 7 рядов. Провязали 7 рядов, и теперь нужно будет наполнить игрушку. Особое внимание уделяйте ножкам. После того, как наполнили, будем с вами вязать 15 ряд. В 15 ряду мы будем 6 раз повторять раппорт. 2 столбика без накида, убавка. После того, как мы провяжем этот ряд, у нас с вами будет здесь 18 петель. Первый столбик без накида, второй столбик без накида, убавку. Убавку я делаю за передние полупетли. И таким вот образом повторяем такой раппорт еще 5 раз. Вяжем 16 ряд. Здесь мы будем повторять раппорт столбик без накида, убавка. Такой раппорт нужно будет повторять 6 раз, и в конце у нас будет 12 петель. Столбик без накида, убавка. Повторим такой раппорт еще 5 раз. Последнюю петлю 16 ряда мы с вами не заканчиваем. Берем ниточку, которую вязали тело, и завершаем уже этим цветом. Сейчас мы будем с вами вязать 17 ряд, в котором будем ввязывать ручки. Как мы это делаем? Сгибаем деталь пополам. На ручку у нас уходит 3 петли. Смотрим, вот у меня средняя петля, вот петля сверху и вот снизу. И теперь считаю, сколько мне петель нужно провязать до этой петли. 1, 2. То есть я провязываю 2 столбика без накида. Провязала. Теперь берем ручку и будем ввязывать ее вместе с телом. Смотрите, чтобы у нас ступенька была либо на внутренней стороне, либо она у вас находилась сбоку, чтобы ее было не видно. Провязываем 3 столбика без накида. Провязали. Снова сгибаем деталь пополам и смотрим. Вот у меня серединка, вот верхняя петля, вот нижняя. И считаю 1, 2, 3. Мне нужно будет провязать 3 столбика без накида. Провязала, беру ручку и провязываю теперь вместе с ручкой. Количество петель в этом ряду у нас не меняется, и мне до начала ряда нужно провязать еще 1 столбик без накида. Все, мы с вами провязали
17 ряд и вязали ручки. Вот так выглядит пока наша деталь. И сейчас мы начнем с вами вязать голову. Начинаем вязать 18 ряд, в котором будем повторять раппорт, столбик без накида, прибавка. Такой раппорт нам нужно будет повторить 6 раз, и в конце у нас будет 18 петель. Столбик без накида, прибавка. Петли предыдущего ряда провязываем 2 столбика без накида. Повторяем такой раппорт еще 5 раз. Столбик без накида, прибавка. В 19 ряду мы будем повторять 6 раз раппорт, 2 столбика без накида, прибавка. После того, как мы провяжем этот ряд, у нас здесь будет 24 петли. Первый столбик без накида, второй столбик без накида, прибавка. Повторяем такой раппорт еще 5 раз. В 20 ряду мы повторяем раппорт, 3 столбика без накида, прибавка. В конце у нас будет 30 петель. Провязываем 3 столбика без накида, 1, 2, 3, делаем прибавку. Повторяем такой раппорт еще 5 раз. 3 столбика без накида, прибавка. 21 ряд, и здесь у нас раппорт 4 столбика без накида, прибавка. Повторим такой раппорт 6 раз, и в конце у нас будет 36 петель. Повторяем 1, 2, 3, 4 столбика без накида провязали, делаем прибавку. Повторяем еще 5 раз. 4 столбика без накида, прибавка. В 22 ряду нам нужно будет провязать 5 столбиков без накида, сделать прибавку. Повторить такой раппорт 6 раз, и в конце у нас будет 42 петли. Вяжем 5 столбиков без накида. Делаем прибавку. Такой раппорт нужно будет повторить еще 5 раз. Следующие 6 рядов с 23 по 28 мы вяжем без изменений по 42 столбика без накида. Провязали 6 рядов, и вот такая голова получается. Начиная со следующего ряда мы будем делать убавки. В 29 ряду мы будем повторять раппорт 5 столбиков без накида, убавка. Такой раппорт нужно будет повторить 6 раз, и в конце у нас будет 36 петель. Вяжем 5 столбиков без накида, 1, 2, 3, 4, 5. Делаем убавку за передние полупетли. Раппорт связали, таких раппортов нам нужно будет провязать еще 5 штук. В 30 ряду мы будем вязать 4 столбика без накида, делать убавку. Повторим такой раппорт 6 раз, и в конце у нас будет 30 петель. Вяжем 4 столбика без накида, 1, 2, 3, 4, делаем убавку. Повторяем такой раппорт еще 5 раз. В 31 ряду мы провяжем 3 столбика без накида, сделаем убавку. Повторим такой раппорт 6 раз, в конце у нас будет 24 петли. 3 столбика без накида, 1, 2, 3, убавка. Такой раппорт нужно будет повторить еще 5 раз. В 32 ряду нам нужно будет 6 раз повторить раппорт 2 столбика без накида, убавка. Когда мы его довяжем, у нас будет 18 петель. Вяжем 2 столбика без накида, 1, 2, делаем убавку. Повторяем такой раппорт еще 5 раз. Провязали 32 ряд, и если у вас глазки на безопасном креплении, то их нужно будет сейчас поставить.
Та сторона, где у нас была смена нити, будет спинкой, а там, где аккуратная шея, передней частью. У меня будут глазки-бусинки, я их буду пришивать в конце, но на данный момент я ориентировочно поставила глазки между 24 и 25 рядом. Между ними у меня 3 петли. Ставьте глазки, нужно будет набить игрушку и встретимся с вами. Наполнили игрушку, и сейчас мы с вами будем вязать 33 ряд, в котором будем повторять раппорт столбик без накида, убавка. После того, как мы повторим его 6 раз, у нас будет 12 петель. Вяжем 1 столбик без накида, делаем убавку. Повторяем такой раппорт еще 5 раз. В 34 ряду нам нужно будет сделать 6 убавок. Я взяла крючок меньшего размера, у меня это 1,25, для того, чтобы макушка была более аккуратная и петли были не растянутыми. Делаем 6 убавок. И после того, как мы сделали все убавки, нужно будет ниточку отрезать, оставив длинный кончик, и вдеть ее в иголку. Я отрезала ниточку, и для того, чтобы нам закрыть оставшиеся петли на макушке, нам нужно будет просто подхватывать каждую петлю за переднюю стенку. Подхватываем ниточку, вытягиваем. И так каждую петлю. Теперь ниточку хорошо подтягиваем. Макушка закрылась. Прячем ниточку внутри головы и прошиваем голову для того, чтобы спрятать кончик и зафиксировать ниточку. Теперь начнем вязать тигра-шапку. Ее можно будет сделать полностью оранжевой, либо полосатой. Я буду делать полосатую. Начинаю я с оранжевой ниточки. В первом ряду я делаю кольцо амигуруми, фиксирую его узелком и набираю в это кольцо 6 столбиков без накида. Кольцо затягиваем. Во втором ряду мы будем провязывать в каждую петлю предыдущего ряда по прибавке. Таким образом, после того, как мы провяжем второй ряд, у нас здесь будет 12 петель. В третьем ряду мы будем повторять раппорт столбик без накида, прибавка. Такой раппорт нам нужно будет повторить 6 раз, и в конце у нас будет здесь 18 петель. Последнюю прибавку до конца не завершайте, у нас будет смена нити. Столбик без накида, прибавка. Последнюю петлю до конца не провязали, ее будем завершать ниточкой черного цвета. И теперь вяжем 4 ряд, в котором будем повторять раппорт 2 столбика без накида, прибавка. В конце у нас будет 24 петли. Когда мы с вами довяжем этот раппорт до конца, последнюю петлю также не заканчивайте. 1 столбик без накида, 2 столбик без накида, прибавка. Повторяем так еще 5 раз. Закончили последнюю петлю ниточкой оранжевого цвета, и сейчас будем вязать 5 ряд, в котором повторим раппорт 3 столбика без накида, прибавка. После того, как мы повторим его 6 раз, у нас здесь будет 30 петель. Вяжем 3 столбика без накида, 1, 2, 3, делаем прибавку. Давайте еще раз повторим, для того, чтобы можно было увидеть, как будет выглядеть наша полосочка. 1, 2, 3, прибавка. Вот так вот будет выглядеть полосочка на шапке. Осталось провязать нам 4 раппорта. Провязали 5 ряд, и сейчас будем вязать 6 ряд. Я буду делать полосочку черного цвета каждый 3 ряд, поэтому 6 ряд я буду также вязать нитью оранжевого цвета. И для того, чтобы у нас нити красиво переплетались, мы кладем черную ниточку на оранжевую, положили сверху на оранжевую,
И продолжаем дальше вязать ниточкой оранжевого цвета. Повторяем раппорт 4 столбика без накида, прибавка. После того, как мы провяжем этот раппорт, у нас в конце будет 36 петель. 4 столбика без накида, 1, 2, 3, 4, прибавка. Повторим такой раппорт еще 5 раз. Последнюю петлю 6-го ряда мы будем завершать ниточкой черного цвета. Смотрите, чтобы оранжевая нить лежала у вас сверху на черной ниточке. Завершаем. Нить оранжевого цвета подтягиваем. И сейчас мы будем вязать 7-й ряд, в котором будем 6 раз повторять раппорт. 5 столбиков без накида, прибавка. В конце у нас будет 42 петли. Вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем прибавку. Когда довяжем с вами до конца, последнюю петлю также мы не заканчиваем. Последнюю петлю мы закончили ниточкой оранжевого цвета. И теперь нам нужно будет провязать 7 рядов без изменений, по 42 столбика без накида. Если вы также вяжете, как и я, одну черную полоску, 2 оранжевые, тогда сейчас вам нужно будет провязать 8 и 9 ряды оранжевым, 10 ряд черным цветом, 11 и 12 оранжевым, 13 черным и 14 оранжевым цветом. Мы провязали 7 рядов шапочки, и вот так вот она у нас выглядит. Теперь мы будем вязать с вами ушки и делать обвязку. Выделять петли для ушек мы будем по всем правилам, для того, чтобы вы понимали, откуда какая цифра берется. Сейчас у нас на шапочке 42 петли. Нам нужно будет эти 42 петли разделить на 5 частей. По одной части у нас уйдет на затылок и ушки, и 2 части уйдет на лоб. 42 делится на 5 с остатком, это получается 5 раз по 8 и остаток 2. Здесь у нас идет начало ряда, затылок, ушки, лоб. 2 части мы с вами выделяем на лоб, это 16 петель, по одной части на ушки, 8 и 8. И у нас осталось на затылок и остаток. Остаток лучше всегда прибавлять к затылку. Здесь получается 10 петель. У нас здесь начало ряда. Выходит, что 5 петель идет до начала ряда и 5 петель после начала ряда. Теперь берем нашу шапочку и будем отмечать петли маркерами. Вот у меня начало ряда. Я отсчитываю сначала 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. На 5-ю петлю я вешаю маркер. Теперь у меня идет 8 петель ушка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я вешаю на 9-ю петлю. Для того, чтобы 8 петель ушка были свободными. Теперь у нас идет 16 петель затылка. Первая петля, вторая, третья, четвертая, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. На 16-ю петлю я вешаю маркер. 8 петель ушка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вешаю на 9-ю. И у нас остается до начала ряда 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. И теперь мы с вами будем вязать ушки. Но для начала нам нужно будет определиться, каким цветом вы будете делать обвязку. Если это черная ниточка, тогда вы ее оставляете, отрезаете оранжевую ниточку. Если это оранжевая ниточка, тогда мы отрезаем черную ниточку и для ушек достаем из конца клубочка другой кончик ниточки. Я буду делать обвязку оранжевым цветом, поэтому черную ниточку я отрежу. Я достала кончик оранжевой нити из конца клубочка, и теперь будем вязать ушко. Присоединяем нить, делаем воздушную петлю. Теперь, начиная с этой же петли, мы провязываем 8 столбиков без накида. Кончик ниточки ввязываем в процессе вязания.
1 воздушная петля подъема, работу поворачиваем. Теперь делаем с вами убавку. Провязываем 4 столбика без накида. И делаем убавку. Одна воздушная петля подъема, работу поворачиваем. Снова делаем убавку. Провязываем 2 столбика без накида. Делаем убавку. Воздушная петля подъема, работу поворачиваем. Делаем 2 убавки. Первая. Вторая. На этом наша ушко закончилось. Вытягиваем ниточку и отрезаем. Вот такое ушко на шапочке выходит. Теперь в точности также нужно будет связать вот с этой стороны. Ушки на шапочке готовы. И теперь будем делать обвязку. Если вам хочется закрыть лобик побольше, тогда ушки затылок вы обвязываете столбиками без накида, а лобную часть полустолбиками с накидом. Я буду полностью обвязывать шапочку столбиками без накида. И такой момент. Затылочную часть мы с вами будем провязывать по 2 петли вместе, чтобы немножечко шапочку стянуть. Так как у меня здесь нечетное количество петель, 5,5, для того, чтобы убавки красиво смотрелись, я делаю один соединительный столбик. И у меня получается, что здесь 6 петель и здесь 4 петли. То есть я сделаю здесь 2 убавки. Первая, вторая. Дальше я просто провязываю столбиком без накида по всей шапочке. Дошли до затылка, и здесь нам нужно будет сделать с вами 3 убавки. Первая, вторая, третья. Делаем соединительный столбик, ниточку вытягиваем и отрезаем. Вот так получается. Теперь будем делать с вами завязочки. Вот для такой завязочки нам понадобится 3 нити по 20 сантиметров. Берем наши ниточки, сгибаем их пополам. Берем шапочку, и нам нужно будет эти нити вывести с лицевой стороны на изнаночную. Поэтому находим серединку и вытягиваем нити с лицевой стороны на изнаночную. Теперь в эту петельку продеваем ниточки. Подтягиваем, вот так получается. И теперь из этих ниточек нам нужно будет заплести косичку. Заплели косичку, теперь делаем узелок. И смотрите, чтобы у нас 2 завязочки были ровными. Вот так. Кончики ниточек отрезаем. Мои завязочки готовы. Примеряем на модели. Вот она, наша шапочка с завязочками. Теперь вяжем мордочку. Для этого набираем цепочку из 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 петли у нас уйдут на мордочку, и 2 петли это петли подъема. Теперь, начиная с 3 петли, 1, 2, 3 петля, мы провязываем 3 столбика с накидом. 1,
2, 3. В последнюю петлю нам нужно будет провязать 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. Ниточку подтягиваем. Теперь по другой стороне цепочки нам нужно будет провязать 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. И нужно будет теперь в первую петлю провязать 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 3 столбика с накидом в одну петлю провязали. Делаем соединительный столбик. Наша овальная мордочка готова. Ниточку вытягиваем, отрезаем. Вяжем носик. Берем ниточку черного цвета, делаем кольцо амигуруми, закрепляем его узелком. Теперь в это кольцо набираем 6 столбиков без накида. Ниточку затягиваем, кольцо распрямляем и в первую петлю делаем соединительный столбик. Ниточку вытягиваем, отрезаем. Кончик этой ниточки прячем на изнаночной стороне. Вот такой носик у нас получился. Теперь берем белую часть мордочки, и нам нужно будет пришить носик вот таким вот образом. Вяжем ушки. Берем нить оранжевого цвета, делаем кольцо амигуруми, закрепляем его узелком. В это кольцо амигуруми набираем 5 столбиков без накида. Кольцо затягиваем, делаем одну воздушную петлю подъема, работу поворачиваем. Теперь провязываем столбик без накида, делаем прибавку, снова вяжем столбик без накида, делаем прибавку. И в последнюю петлю мы провязываем столбик без накида. Ниточку отрезаем. Теперь будем делать обвязку ниточкой черного цвета. Здесь у нас с вами 7 петель, и мы провязываем 7 столбиков без накида. Черную ниточку сразу увязывайте. Вытягиваем, отрезаем. Ушко готово. И таких ушек нам нужно будет связать 2. Все детали готовы, и мы приступаем к оформлению шапочки. Мордочку я пришила ровно посередине. Глаза я вышила ниточками мулине. Для этого я просто взяла один столбик и обвязала его по периметру. И затем нитками белого цвета я сделала зрачки. Ушки, внутренней части ушек я пришила между 4 и 5 рядами, а внешние части ушек я пришивала между 7 и 8 рядами. И вот такая вот мордочка на шапочке у меня получилась. На этом мы закончили с вами вязать пупсика. Спасибо всем, кто вязал со мной, кто досмотрел это видео до конца.
Особая благодарность тем, кто выложит свои готовые работы у меня в группе ВКонтакте. Всего доброго, до новых встреч!